Будем взаимно честны, друзья. Вы включили этот ролик в ожидании, что наша команда сумеет выжать какой-то смысл из того, что случилось вчера. Мы тоже надеялись, что получится, но, увы, не преуспели. Поэтому давайте просто с вами поболтаем минут 15. Называть аналитикой обсуждение исторического события, обернувшегося пшиком, было бы неуважением и к вам, и к себе. Только перед тем, как начнем, напомню. Если у вас проблемы с загрузкой YouTube или звонками в Телеграме, в описании наша ссылка, где мы регулярно актуализируем способы обхода блокировок. У этой рубрики есть спонсор MaxSwap, выпускающий виртуальные карты, которые позволяют тратить криптовалюту как обычные деньги. Ссылка в описании. Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске. Зачем была нужна эта встреча Путину, плюс-минус понятно. Он чудесно провел время. Зачем встреча была нужна Трампу? Судя по тому, что Трамп сказал постфактум, он не знает, зачем даже сам. Путин получил яркий инфоповод? Получил. Путин получил в какой-то степени легитимацию в глазах обобщенного человечества? Ну как же, он целый президент США, его в гостях приветствовал. И был вынужден изображать, что на переговорах что-то случилось, хотя не случилось ничего. Получается, профит Трампа как будто бы вообще нулевой. Нужно честно признать, встреча закончилась абсолютно в пользу Путина. Он не мог ничего проиграть и не проиграл. Ему сейчас не нужно оправдываться и искать смысла там, где их нет. Путин хорошо съездил, выгулил свою челядь, все отлично провели время, для них не будет никаких последствий. А для Трампа последствия есть. Трамп вышел с переговоров ровно так, как после каждого созвона с Путиным. Ему наговорили целую кучу комплиментов, но всерьез этими комплиментами хвастаться вроде как не к месту и не в кассу. Вроде бы о другом должны были разговаривать-то. Вот и приходится рассказывать о том, как Путин присоединился к трамповской навязчивой идее о фальсификации президентских выборов 2020 года. И снова повторять, мол, будь Трамп, тогда президентом войны бы не случилось. Прям Путин это подтвердил. Вообще, на что бы Трамп не рассчитывал, какую бы цель не преследовал, ввязываясь в это заведомо проигрышное мероприятие ради мероприятия, эта цель достигнута не была. Даже если предположить, что Трамп с помощью этих переговоров хотел отвлечь публику от своих внутренних проблем, то и эта идея, очевидно, провалилась. В Анкоридже даже скандала никакого не случилось. Тут самым преданным журналистам не хватит выдержки говорить об этой встрече дольше суток. Никто фамилию Эпштейн за это время не забудет. Является ли такой исход переговоров сюрпризом для нас? Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Если глобально, то нет, ведь было очевидно, никакого движения к миру и близко не видно. А вот в деталях некоторые удивительные вещи имеются. Все-таки можно было ожидать, что уж по поводу переговоров Путин даст Трампу хотя бы что-то номинальное. Нечто, о чем в Truth Social можно будет написать в терминах «great» и отчасти «awesome». Если бы не воздушное даже перемирие, то обмен пленными хотя бы. Но если не обмен пленными, то честное пионерское не стрелять в пункты шиномонтажа Искандерами на Рождество. Или обещание ближайшие пару месяцев не захватывать Львов. Путин ведь мог пообещать что-то, что яйца выеденного не стоит, что не обязывает его ни к чему, но хотя бы просто из уважения к хозяину встречи. Мог сделать ровно то, что делал при каждом созвоне с Трампом. Всякого рода сливы, инсайды и, прости господи, журналистика источников нас усиленно убеждала. Раздражать Трампа в планы Путина не входит. Но достаточно посмотреть на выражение лиц сторон. На панихидного Трампа и довольного Путина, торжествующего, что его просто так в Америку свозили. Значит, американского президента планировалось именно раздражать. Даже о возобновлении авиационного сообщения между странами эти двое не договорились. И зачем на Аляску взяли распиаренного государственной пропагандой Кирилла Дмитриева, который вроде как отвечает за разговоры по баблу, а в итоге, судя по всему, он даже никуда допущен не был. Зачем его взяли? Загадка. После того, как мы представили экспозицию, по идее настает время прогнозов. И прогнозы тут самые мрачные. Озвучим их после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. США – исторически страна иммигрантов и страна возможностей. Даже в начале 20 века, когда правительство сильно ограничивало число мигрантов и вводило квоты, даже тогда США охотно принимали высококвалифицированных специалистов и талантливых ученых. Таким легальным мигрантам в США всегда были рады при любой власти. Принимают их и сейчас. Если вы думали переехать в США, обратитесь в компанию «Мигратор».
Вы можете проконсультироваться у них совершенно бесплатно и узнать, какие визовые программы подойдут именно вам. Мигратор уже 15 лет помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визу. Для талантливых людей, блогеров, спортсменов, стендаперов, фотографов Мигратор также предлагает пиар-поддержку. Если у вас не хватает доказательств для визы таланта, то есть сильная команда пиар-специалистов, которая докрутит ваш кейс с помощью инструментов маркетинга и увеличит ваши шансы. На консультации специалисты Мигратора сразу честно скажут, есть у вас шансы получить визу США или нет. Приукрашивать реальность, чтобы продать свои услуги, они не станут, ведь в договоре будет прописана гарантия результата, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, то компания вернет деньги в полном объеме. Такое случается редко, у Мигратора успешных кейсов 95%. Все потому, что кейсами занимаются опытные адвокаты с лицензией США и стажем от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, а это огромный плюс. Не возникает недопонимания при обсуждении бюрократических тонкостей. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте себя и свои заслуги, просто попробуйте. И переезжайте без стресса и с комфортом. Продолжаем обсуждать саммит на Аляске. От экспозиции переходим к прогнозам. О переговорах Путина и Зеленского, существовавших только в воображении Трампа, явно можно забыть. Из итогов этой, с позволения сказать, встречи, если что-то и следует, то лишь одно. Представить себе сиквел в какой-либо форме не прям невозможно, но крайне затруднительно. Нет, с одной стороны, Путину ничто не мешает поучаствовать в еще одном ни к чему не обязывающем его помпезном мероприятии и посиять там от счастья, как начищенный помидор, еще раз. Хоть втроем, хоть в десятером, хоть на Аляске, хоть в Нью-Йорке, хоть в Брюсселе, хоть в Швейцарии. Вопрос, насколько он сможет вдохновить на это уже не раз им кинутых потенциальных визави. А еще вопрос в том, что с точки зрения перспектив окончания войны у нас явно закончились события, на которые можно было бы рассчитывать. Личная встреча с президентом США – это наивысший из существующих уровень дипломатии. Не осталось вариантов, при которых мы могли бы сказать, ну, того и этого Путин-то мог кинуть, но здесь-то ему точно нужен результат. Нет, единственную встречу, которая обязана была закончиться хоть чем-то, Путин закончил ничем. Если кто-то вдруг сомневался в том, что Путин получает наслаждение от происходящего, если кто-то допускал, что Путин в принципе хочет закончить войну, но просто на своих условиях, пусть посмотрят на выражение его лица в хронике встречи на Аляске. Как торжествует этот пожилой человек, который творит невообразимые кровавые бесчинства, а в это время президент самой могущественной страны в мире бегает вокруг него, как заботливая няня. Нельзя сказать, что после этой встречи перспективы перемирия оказались далеки как никогда. Просто потому, что они так же далеки, как всегда. Так же далеки, как были в феврале, когда Трамп пришел к власти. Так же далеки, как год и два назад. Есть ключевая проблема, которую мы уже осознали, но в голову Трампа она не помещается ввиду полной иррациональности. Суть ее в следующем. Можно договориться с человеком, который воюет за то, чтобы получить побольше. Предложить ему поменьше, зато подешевле. Но нельзя договориться с человеком, для которого война – самоцель. Нельзя достичь успеха в переговорах о мире с человеком, который воюет в значительной степени для того, чтобы с ним о мире разговаривали. Который понимает, без войны никаких задушевных бесед не будет, без кровавой мясорубки в центре Европы, он так-то по большому счету никому не нужен. Если оставить за скобками войну, какие у них там совместные дела с Трампом могут быть? Один пойдет редкоземельные металлы ковырять в Хибинах, а второй промысел нерпы на Аляске реставрирует. И под чутким руководством Кирилла Дмитриева, который в свое время с подготовкой документов для регистрации вакцин «Спутник» не справился, вдвоем заработают на двухкамерный холодильник «Индезит» с функцией No Frost. Саммит мира случился только потому, что идет война. Саммит этот – фактически поощрение Путина за войну. Дескать, все ты делаешь верно. Чем меньше изображаешь, что идешь на уступки, тем больше тебя публично упрашивают сделать вид, что уступки ты хотя бы рассматриваешь. Последний ли это раз, когда нам активно втюхивают надежду? Конечно, нет. Путину, который не молодеет, просто убивать людей уже скучно. Ему в процессе убийства нужна интрига, нужны лихие повороты сюжета. А значит, снова будут инфоповоды для знатных кремлинологов по обе стороны океана. Снова они станут писать. Вот после этого судьбоносного заявления, звонка, намека, комплимента, после этого абсолютно произвольного события, Путин уж точно закончит войну.
Не имея на то вообще никаких оснований, они будут на радость кремлевскому старцу выискивать из воздуха поводы для оптимизма и приходить к выводу, что Россия на самом деле готовится к миру. Вообще говоря, вся эта ситуация была бы дико смешной. Можно было бы построить весь сегодняшний разговор только на мемчиках о том, как пожилой чекист издевается над нью-йоркским девелопером, на радость острякам из числа сторонников Демпартии США. Если бы только результат встречи был не в том, что Трамп выставлен в сомнительном свете, а в том, что в Украине продолжается война, а в Россию тысячами, десятками тысяч продолжают ехать трупы. Продолжат ехать не по какой-то сложной причине, а потому что Путина это веселит. Если бы результатом встречи не стала очередная демонстрация, насколько этому старику, у которого уголки рта вот-вот на затылке сойдутся, без разницы на всю ту боль и кровищу, которую он творит. И уж тем более плевать на взаимную торговлю, возобновление авиаперелетов и прочую копеечную херню, которую его там пытаются соблазнить. Путин весьма недвусмысленно дал понять, на его веку Россия будет воевать. И против этого нет никаких аргументов. Это не способно перекрыть никакая выгода. Вот и весь результат переговоров. Большая проблема такого рода мероприятий в том, что ожидание штука не бесплатная. Все СМИ, все общественно-политические говорящие головы получают неадекватный приток интереса зрителей, на который нужно отвечать. Даже с точки зрения чисто финансовой и технической. Командировки оплачены, студии и оборудование арендованы, редакции изданий изъяты из отпусков, постелей и больниц. Куча денег заложена на освещение такого события. Даже полное отсутствие какого-либо результата просто не годится для оправдания того, что инвестиции в продажу сенсаций не списать. Не получится всем, кто придет с утра на главную страницу твоей газеты за Трампом и Путиным, рассказать о рождении редкого жирафа в зоопарке, потому что Трампа с Путиным в реальности не завезли. И вот на этом месте начинается классическая ерундовина. Начинаются рассказы о том, как источник редакции знает парня, который знает чувака, чья сестра раньше встречалась с тем, кто вроде как на саммите был официантом. И вот он точно абсолютно слышал, как Путин с Трампом почти договорились заключить воздушное перемирие. Или вообще распустить НАТО, разделить Украину, обменять Калифорнию на Тверскую область. Такого рода инсайды со ссылками на кого-то, пожелавшего остаться неизвестным, имеют ценность примерно такую же, как увлечение эзотерикой и анализом языка тела. Попытками прикинуть, как Трамп с Путиным стояли, как сидели, как ходили, как руки жали и что все это значит. Инсайды эти выполняют задачу производства новости, при том, что новости нет, а 70 редакторов с тройным ночным окладом есть. Еще такого рода новости ценны тем, что никого ни к чему не обязывают. Никто никогда не спросит, а где же обещанное вашим водителем самолетного трапа воздушное перемирие? Никто никогда не предъявит за то, что вы неверно интерпретировали путинское рукопожатие. Полет фантазии тут никто не сдерживает. Будьте поэтому готовы к тому, что разнообразие версий и инсайдов будет обратно пропорционально к реальному содержанию встречи. Версий сегодня будет столько, будто эти двое не пару часов поболтали и разбежались в разные стороны, а 1,5 месяца там прожили вместе. Клеймить тут СМИ абсолютно не за что. Ну, жанр такой у политической журналистики. Иногда нужно додумать за Путина, как техническим журналистам нужно иногда найти, чем 16-й iPhone отличается от 15-го. Мы, будучи каналом коммерчески финансируемым, тоже не остались в стороне и выпустили, как вы, наверное, обратили внимание, 2 ролика с 4 рекламами внутри. И мы даже можем тут сослаться на инсайд, раз уж так принято в сообществе. В Вашингтоне есть такой журналист Барак Равид. Это корреспондент израильского 2-го канала телевидения, который с Трампом прям дружит. Перед израильскими новостями он всегда звонит ему на сотовый и берет комментарии, которые Трамп всегда тому дает. Прям буквально так, в новостях на иврите Равид всегда говорит: «Я позвонил Трампу перед выпуском, и он сказал мне, что Израиль молодец и делает фантастик джоб с Ираном, но скоро это пора заканчивать». Равиду Трамп говорит больше, чем пишет в Truth Social. Если уж каким инсайдам и верить, то Равида. Он написал буквально то, что мы говорим в роликах уже несколько месяцев. Трамп сообщил Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны. А также процитировал Трампа. «Я думаю, — говорит Трамп, — что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня». Это говорит нам о том, что вопрос прекращения огня с повестки дня по результатам саммита снимается. Ну а всеобъемлющее мирное соглашение, как мы знаем из многочисленных высказываний Путина, требует сначала устранения первопричин конфликта, одному только ему ведомых.
Хоть круть-верть, хоть верть-круть. Получается одно и то же. Война продолжается и заканчиваться не собирается. До завтра.